В документах голландской Ост-Индской компании в бортовом журнале адмирала Якоба Рогевена сохранилась запись, датированная 5 апреля 1722 года. В этот день, совпавший с празднованием Пасхи, его судно, пересекавшие бескрайние просторы Тихого океана, внезапно наткнулись на крошечный изолированный клочок земли, отсутствовавший на всех известных в то время картах. Он дал ему название «Пасхальный остров». Однако то, что предстало перед ним и его измотанной долгим плаванием командой на берегу, не укладывалось ни в какие привычные представления и не поддавалось разумному объяснению. Перед их глазами простирался почти бесплодный вулканический пейзаж, покрытый выгоревшей травой и редкими низкорослыми кустарниками. Здесь не было ни одного высокого дерева, пригодного для создания корабельных мачт, строительных балок или даже досок для лодок. И при этом на берег вышли тысячи местных жителей, чтобы увидеть незваных гостей. Они выглядели истощенными, их тела украшали татуировки, а их единственными плавсредствами оставались хрупкие каноэ, собранные из небольших дощечек и явно не способные выдержать путешествие к ближайшим населенным островам, находящимся на огромном расстоянии. И все же по всему этому суровому и, казалось бы, покинутому ландшафту возвышались они. Сотни гигантских каменных статуй, некоторые из которых достигали высоты четырехэтажного дома и весили десятки тонн с массивными каменными шапками на головах. Они стояли на платформах, обращенные лицами внутрь острова, словно наблюдая за его глубинами. Их вытянутые лица с глубоко посаженными глазницами казались безмолвными свидетелями веков, хранящими тайну времени. Роггевен был поражен и отметил в своем журнале, что невозможно понять, каким образом эти люди, не имея прочных канатов, строительных лесов и механизмов, смогли воздвигнуть подобные сооружения. Этот вопрос, заданный почти 3 века назад, стал отправной точкой одной из самых загадочных историй человечества. Со временем появилась удобная и поучительная теория, согласно которой общество островитян, ослепленное межклановыми конфликтами и религиозным фанатизмом, уничтожило само себя. В этой версии событий жители острова вырубили последний лес, чтобы построить и переместить свои последние статуи, после чего их цивилизация рухнула, погрузившись в голод, хаос и каннибализм. Это красивая и трагическая история, хорошо вписывающаяся в современные страхи экологических катастроф. Однако возникает вопрос, а если эта версия ошибочна? Что если реальная история Пасхального острова гораздо сложнее, технологичнее и, возможно, куда более тревожная? Новые открытия, сделанные с применением георадаров, акустических методов и генетического анализа, не просто ставят под сомнение прежнюю теорию, они фактически разрушают ее, открывая иную картину происходящего. В этой новой интерпретации статуи это не просто памятники предкам, а элементы некой системы, а сам остров. Не кладбище погибшей культуры, а место с иной, возможно, скрытой функцией. Чтобы приблизиться к пониманию происходящего, необходимо оценить масштаб инженерного мастерства, воплощенного в этих каменных гигантах. Почти все из примерно 900 известных статуй были высечены в одном месте, в карьере вулкана Рана-Рараку. Это была настоящая фабрика, где на протяжении столетий создавались эти монументы. Материалом служил вулканический туф, порода, образованная из спрессованного пепла. По геологическим меркам он относительно мягок, но все же остается камнем, требующим значительных усилий для обработки. Археологи обнаружили тысячи каменных инструментов, токи, изготовленных из более твердого базальта. Можно представить этот процесс. Мастера, закрепленные на веревках на склонах карьера, часами и годами откалывают породу, миллиметр за миллиметром освобождая фигуру из каменного массива.
При этом современные исследования показали, что поверхности многих статуй отличаются высокой степенью гладкости, а черты лица выполнены с поразительной симметрией. Это свидетельствует о наличии развитых методов обработки и, возможно, определенных стандартов или шаблонов. В карьере до сих пор находятся сотни незавершенных статуй, словно работы были внезапно остановлены. Некоторые лишь намечены, другие почти завершены, но не отделены от скалы. Самая крупная из них превышает 20 метров в длину и весит сотни тонн. Однако создание статуи было лишь первым этапом. Не менее сложной задачей оставалась ее транспортировка. Долгое время считалось, что статуи перемещали на деревянных санях, но современные эксперименты показали, что их могли перемещать в вертикальном положении, раскачивая с помощью веревок. Этот способ оказался эффективным и совпадает с устными преданиями, согласно которым статуи шли сами. Но если для транспортировки не требовалась массовая вырубка лесов, то куда исчезли деревья и почему строительство внезапно прекратилось? Частичные ответы содержатся в устных преданиях народа Рапа-Нуи. В них рассказывается о противостоянии двух групп — длинноухих и короткоухих. Первые считались правящей элитой, хранителями знаний и инициаторами строительства, вторые — основной рабочей силой. Со временем напряжение между ними усилилось и привело к войне. Легенды описывают жестокую развязку, в ходе которой длинноухие были уничтожены. Археологические находки подтверждают наличие массовых захоронений с признаками насильственной смерти, а радиоуглеродный анализ указывает на XVII век. Генетические исследования также выявили различия между этими группами. После этого конфликта началась эпоха разрушения статуй. Их намеренно опрокидывали, ломали и уничтожали их символические элементы. Это было не просто разрушение, а ритуальное действие, отражающее глубокий перелом в мировоззрении общества. Позднее исследования выявили существование подземных лавовых трубок, часть которых была изменена человеком. В некоторых местах обнаружены камеры с признаками ритуальной активности и человеческими останками, зачастую со следами насилия. Также были зафиксированы необычные акустические явления, низкочастотные вибрации, вызывающие физический дискомфорт. Эти явления пока не получили однозначного объяснения. В устных традициях упоминается, что статуи обращены внутрь острова не случайно, а будто бы наблюдают за чем-то скрытым внутри. На этой основе возникла гипотеза, что они могли выполнять не только символическую, но и функциональную роль. Однако данная идея остается недоказанной и рассматривается с осторожностью. После прекращения строительства культура острова изменилась. Возник культ человека-птицы, а статуи были оставлены. Археологические данные показывают, что работы в карьере прекратились резко, инструменты и заготовки остались на своих местах. Некоторые находки свидетельствуют о ритуальном отказе от прежних практик. Поздние изображения на скалах отличаются хаотичностью и тревожной символикой. Все это указывает на серьезный кризис, пережитый обществом. Таким образом, история Пасхального острова остается сложной и многогранной. Многие ее аспекты подтверждены научными данными, однако интерпретации, связанные с предполагаемыми скрытыми функциями статуй или подземными структурами, остаются гипотезами и требуют дальнейших исследований. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.